Что-то с дорогами в Питере так себе дела обстоят. Яма, колея, яма. Угадай, какая машина? BMW. Почти. Что, необщительный? Направо. О, тут картинг есть. Офигенно, смотри. Почему так все ездят, как психи просто? Люди, вы что? А если бы я сейчас повернул направо? Сегодня конференция суетологов, что ли? Люди машины моют на парковке, прям так. Походу, приехали. Да? Ребятки, сейчас 55 секунд. Быстро, рекламная пауза, мы пока найдем, куда ехать, и продолжим. Нифига себе, у него номера. Здорово. Паркуйся. Вот здесь вот. Ребятки, читаем ваши комментарии, что мы, кстати, делаем регулярно. Уехали из страны, когда планируете возвращаться? И у прицепа номер, смотри какой, а. Так вот, когда планируете возвращаться, поснимайте-ка что-нибудь у нас в стране. Вот, пожалуйста, электромобиль Pixel. Сделано здесь, в Питере, своими руками. И сейчас, пока Антон выходит, небольшая нарезочка, что это за проект такой. И поговорим с Антоном. Я придумал собственный бренд электромобиля, который выйдет за рамки классического формата автокорпораций. Привет. Привет. Ребятки, вашему вниманию Антон, человек, который в ноябре 2021 года Всё верно. создал на YouTube канал, Все верно. сделал солнцемобиль Да. и теперь сделал вот это. Да, первый солнцемобиль я построил для того, чтобы участвовать в гонках по Казахстану, которые проходили в прошлом году. Собственно, в этом они тоже проходят, но, к сожалению, я на них не успел, потому что на Пикселе пока что нет солнечных панелей, Ага. но и он более сложный проект. Загорелся этой идеей, построил свой первый солнцемобиль, хорошо проехал эту гонку, 3000 километров мне удалось проехать только за счет энергии солнца. Круто. Как известно, на работу мы ездим, ну, наверное, километров там по 50, по 60. И загорелся идеей сделать городской электромобиль с возможностью зарядки от солнца. Ты расскажи вот немножко о себе. Ты по образованию кто? Я по образованию экономист. У меня экономическое образование. В свое время занимался любительским оффроудом. То есть никогда в руках ни болгарку, ни шуруповерт я не держал. Так. Ну так получилось, что вот где-то во мне глубоко, видимо, сидел инженер. Ага. И он появился наружу, скажем, вот в таком проявлении. Вот первый проект, Solargini он назывался. Так. Ну и после этого, соответственно, я понял, что я своими руками что-то могу делать, не только головой. И вот решил объявить об этом проекте для всех моих зрителей. Объявил, что я собираю команду энтузиастов, потому что я очень плохо разбираюсь в электрике, во всех этих программированиях, платах и всем остальном. Откликнулось, на самом деле, очень большое количество человек. У меня сейчас в команде порядка 60, наверное, ребят, которые занимаются и дизайном, и расчетом нагрузок, и по... Что это было? Ты слышал? Громко хрустнуло. Да, может быть, он живой все-таки. Серьезно? Да. Не, я думал, что-нибудь, может, коротнуло. Я там вчера на скорую руку фары подключал, чтобы вам, об этом чуть попозже расскажу. Ладно. Открою небольшой... Горелым запахло? Да? Да, я открою этот Давай. капот, посмотрю, что там все-таки. Двери вверх поднимаются. Красота. Слушай, я думаю, это не от нас. Не от тебя горелым пахнет? Нет, я просто подписан на вас. Как вот тебе аппарат? Супер. Серьезно? Да. Ты местный, питерский? Ну, не совсем, но здесь живу, да. А сейчас. откуда? Из Казани приехал. А что приехал? В гости? В 2020 году еще переехал сюда. Сейчас живу здесь. Где круче, в Питере или в Казани? В Питере, наверное, все-таки покруче. Вот вас встретил. Как тебя зовут? Ярослав. Очень приятно. Вот, смотри какой проект. Да, Интересный. Видал такой на ютубе? Да, так я каждую серию смотрю. Опа! А, вот так это мой подписчик, а не ваш. По секрету могу сказать, что с этим проектом в октябре месяце меня пригласила одна достаточно крупная государственная компания предоставить свой проект, показать его, презентовать и выступить с и поставить на конвейер. небольшой лекцией. Возможно, не знаю, посмотрим, как пойдет. Изначально этот проект я позиционировал как open source. Проект, который может собрать любой человек. И у нас любая программа, будь то прошивка на головной монитор, будь то схемы сварки рамы, сборки кузова, это все в открытом доступе, то есть любой человек может собрать точно такой же, просто по чертежам, по схемам, все открыто. Так, давай сгружать.
сколько весит? 350 килограмм. Тачка весит 350 Да, кило, вся 350, целиком? Вся целиком. Так, единственное, у меня будет просьба, чтобы вы посмотрели, что я всеми колесами на нее попадаю. Давай, это самое интересное. Я много видел видео в интернете на эту тему. А ты ногой толкаешь? Медленно, стой, 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 стой. Стой, вот это сейчас съедет. А дверь, я так понимаю, не держится? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Вы вообще этот проект застали на самом деле в процессе доработок. Мне кажется, вам повезло, потому что я смогу рассказать, как что собирается. Вот Так. те же фары, они не закончены. Видно, что они просто напечатаны на 3D принтере. Да. То есть их еще необходимо будет закрыть там и стеклом, и всем остальным. Задняя часть тоже немножко не готова. Касательно легитимности вообще использования такого транспорта на дорогах общего пользования, этот транспорт попадает под категорию транспорта L6. Квадрициклы. Да. То есть по факту это практически мопед. На него не требуется регистрация, на него не получаются номера, на него не получается ПТС. Но для того, чтобы законно ездить по дорогам общего пользования, необходимо пройти сертификацию и получить сертификат безопасности конструкции транспортного средства. То есть там не надо делать краш-тест, там не нужно испытывать какие-то там силовые элементы на прочность и так далее. Есть список требований, которые необходимо соблюсти и получить вот этот сертификат. Я этим, конечно же, займусь после того, как вот полностью его соберу. Да. Ну и вообще, когда я его строил, я, конечно, по этому списку ориентировался и соблюдал все эти требования. Главная фишка в том, что мощность у этого автомобиля долговременная, то есть номинальная всего лишь 4 киловатта. Ну, В привычных цифрах, в лошадиных силах и в лошадиных силах, я думаю, что это порядка 6 лошадиных сил всего. Да. Основные требования – это вес до 350 килограмм, максимальная скорость до 50 километров в час и мощность долговременная не более 4 киловатт. Но эти моторы позволяют ехать и быстрее. И, скажем, в формате тестов я этот автомобиль разгонял до 90 км в час. Если будет у меня такая возможность открыть какое-то, может быть, серийное производство, да, или там, найти каких-то спонсоров на это на все дело, возможно, эту машину перевести уже в другую категорию, получить, соответственно, и ВИН-номер, и ПТС, и номера, и полноценно ездить на машине, которая, ну, Тесле может вполне составить конкуренцию. Ну ладно, не Тесле, ну хотя бы Citroёn Ami. Но это не машина, это квадроцикл с крышей за 390 тысяч рублей. По городу кататься очень неплохо. С самого начала база. Вот, самое-самое-самое. На базе чего, как и куда. Рама полностью спроектирована и сварена с нуля. У меня за спиной стоит невидимая команда ребят со всего мира, между прочим, Круто, круто. которые помогают, которые рассчитывают, в частности, нагрузки на изгибы. То есть мы Нифига себе. подбирали профиль труб, который необходим. Родилась конструкция рамы, исходя из того, что подвеску мы будем использовать какую-то наиболее распространенную, и пришли к решению, что это будет подвеска от ВАЗ-2109. Y fidelidad a toda prueba. Lada, sin duda un gran auto. Передняя и задняя подвеска полностью от «Жигулей» стоит, прекрасно работает, замечательно. работает, Да, да. для такого легкого автомобиля, мне кажется, это вообще самый оптимальный вариант, который Классно. только может быть. Так. Ну и плюс стоит этот комплект, ну я не знаю, тысяч, наверное, 40 рублей. Тут очень важно сказать момент, что ты не только разобрался в каких-то вот вещах, как строить машину, грубо говоря, да, то есть в концепции, но и собрал команду. У тебя Это самое организаторский... Это офигеть как сложно. Это самое главное. А люди же деньги не получают, я так понимаю. Нет. Нет. За интерес работают. Мне очень хочется их мотивировать и как-то Да. отблагодарить, и там есть идеи у нас, как это можно все реализовать. А у вас чатик в Телеграме или как это у вас устроено? Нет, работаем мы вообще в Дискорде. То есть плюс есть канал, можно сказать, на Гитхабе, куда мы Так. все это дело выкладываем. То есть, повторюсь, любое программное обеспечение, которое есть от этой машины, оно находится в открытом доступе. Это наш принцип, то есть мы ничего не секретим, ничего не лицензируем. Наоборот, мы считаем, что чем больше людей сможет вживую увидеть, пощупать там вот эти программы, которые есть, они смогут там сделать какие-то свои замечания, внести корректировки. Интересно, И интересно. Вот, у нас такой посыл вот этого проекта. Собрали раму, поставили ее на подвеску от ВАЗ-2109. Кто это делал руками? Все абсолютно делал я один. Но вот это стоит сказать, что
сам физически все ты делал? Да, физически делал я один в обычном гараже, у меня нет какого-то там суперпрофессионального оборудования, у меня болгарка, сварка и шуруповерт. Собрал раму, поставил на нее подвеску и начал, соответственно, уже потихоньку заниматься салоном, обшивкой, заказал стекло. Слушай, почему кузов такой смешной формы? Правда, как бы без обид только, ладно? Не, Ну, правда, смешной формы. Я объясню, потому что для того, чтобы его можно было повторить в обычных гаражных условиях, максимально простым вариантом является использование вот таких прямоугольных полигональных линий. Как кибертрак. Абсолютно. Прошлый свой проект я делал из стеклопластика. У меня был цельный стеклопластиковый кузов. Я с ним просто безумно намучился. И считаю, что для, что с ним не так? для одного человека он очень сложен в повторении. Для того, чтобы сделать вот такой кузов, ничего сложного не требуется. Просто по лекалу вырезается на прямом листе пластика, делается развертка, делаются надрезы, все это сгибается и прикручивается к корпусу. Все. Как вам аппаратик? Это что? Это Как ты что, это пиксель? самоделка? Вот, Да. человек сам своими руками сделал. Ладно, парни, удачи. Счастливо. Это что, это такой подстаканник там? Нет, это Это воздуховод. провода, как на столе на письменном протягивают, Это воздуховод. Кабельный. Нет, на самом деле это оригинальный. Вот, Так. по-моему, Лада Гранты воздуховод. То есть он открывается, поворачивается. Тут много что от Лады. Да, потому Да. что это дешево. Ого! Вау, какой у тебя движок крутой! А где он, кстати? Вот, сейчас расскажу. Мне Так. кажется, здесь как нельзя лучше видно, в принципе, из чего собран весь автомобиль. Рама, далее более тонкие усилители по всему периметру, 2 тонких листа алюминия, между ними слой пластика. Это, собственно, и сам двигатель. То есть вот такой маленький, он приводит в движение весь этот автомобиль. 2 мотора по 2 номинальных киловатта. Откуда моторы? Обычные китайские фирмы QS Motor. Все, что касается электроники, пожалуй, на 90% из Китая, потому что сейчас они прям молодцы, качество у них достойное, я могу сказать. И вот на их же моторах я проехал 3000 километров в Казахстане, и вообще ни одного нарекания не было. И эти же моторы сейчас поедут еще раз этот маршрут. Комплект моторов, контроллеров, ну и все электронные начинки, которые необходимы для движения автомобиля без аккумулятора, обошелся мне в 75 тысяч рублей. Далее, наверное, самый дорогостоящий пункт идет аккумуляторные батареи. Они у меня здесь на 5,5 киловатт-часов. А где они? Они под полом. Не видно их там, Их там не видно, да, они находятся под полом. Как у Tesla. Да, опять же сделано для развесовки. Батарея вот на 5,5 киловатт-часов, которая позволяет проехать в день где-то 130-150 километров. Это сейчас? Да, это сейчас. Она стоит порядка 60 тысяч рублей. Тоже из Китая? Да, да. Прям все присылают, можно как-то все Без заказать, проблем, купить? без проблем. Можно поставить, конечно, более мощные моторы, можно поставить по 20 киловатт каждый мотор, но они, соответственно, и стоимостью будут уже тоже... Китайцы, в общем, альтернативы отсекли. Пока нет. Ну, нет, у нас есть в стране, и там и в ближнем зарубежье тоже, кто производит и моторы, и контроллеры. Но вот если говорить о полном комплекте, и в частности о аккумуляторах, то, конечно, только Китай. Возможно, и я на это надеюсь, что у нас появится альтернатива этому всему. А были какие-то моменты, что у тебя что-то где-то не сходилось, не подходило, приходилось там... Ну, поскольку мы все это моделируем на компьютере изначально, строится 3D-модель и по раме, и по обшивке, и по подвеске. Понятно. Очень сложно сделать как-то криво после того, когда у тебя все обсчитано. Я сварочный аппарат первый раз в руки взял, когда начал строить свой первый солнцемобиль. Вот, поэтому у меня никакого опыта не было, но потихоньку научился. Так ты и варить сейчас сам умеешь? Да, конечно. У тебя сварочный аппарат есть? Ну, вообще. 21 года, с ноября ты этим занимаешься? Да. Примерно? Да. А работаешь где-нибудь? Работаю, конечно. А, так то есть ты не все время этим занимаешься? Нет, это хобби, я им занимаюсь после работы каждый день, ну, почти каждый день, по 2-3 часа. Багажник есть? Да. А тут ты не думал какой-нибудь сделать там что-нибудь? Луи Виттон, знаешь, такие чемоданы? Я сюда хочу сделать пластиковый бокс, да, ну вот как на Тесле, когда багажник открываешь, это ж не капот, это багажник. Да. Багажник, тут прям люксово смотрится. Багажник, мне кажется, у меня получился, да. Немножко надо повыше делать, наверное, да, чтобы головы не... На багажник, на капот и на крышу планируется установка солнечных панелей. Класс. Почему я сделал привод, это не какая-то там хотелка моя, я могу с помощью него выставлять оптимальный угол. То есть поставил машину к солнцу, поднял, и когда солнечные лучи падают под прямым углом, заряд идет намного больше. А это прям настолько принципиально? Конечно. Ну, на крышах домов Очень важно. в Европе стоят, там же ничего не регулируется, как стоит, так стоит уже. Потому что не могут, а я могу.
И это действительно КПД повышает? Намного, Заметно. наверное, процентов на 30. Нифига себе. Вижу, что у нас это не покрышки, а докатки. Судя Да. по надписи «Для временного использования». Это докатки от Ягуара. Да ладно. Да, по 3000 рублей мне А удалось ты, их то есть ты купить. все-таки покупал? Да, Не, конечно. не по ночам ходили с коллективом? Нет, не скручивали. Вообще, на самом деле, как оказалось, достаточно сложно найти 4 одинаковых докатки. Да, Потому что они все вместе не продаются, но колеса на самом деле, почему они узкие, наверное, понятно, для снижения сопротивления качению. Так они же временные, Чтоб типа, это же машинка- докатка. Это Ты- докатка. Ты докуда все время докатываешься? Но вот 3000 километров они проехали. Серьезно? Это те, которые стояли Да? у меня на той машине впереди, да. Секунду. На ширину, обратите внимание, знаете, колеса на BMW i3. Да, кстати, да, такие же похожие. Вот такие же, они узенькие-узенькие, потому Точно, что на всех точно. электрических машинах очень важно сопротивление качению. Мгм. Помимо аэродинамики, Да. на небольших скоростях вот именно площадь соприкосновения колеса Да. влияет намного больше, нежели аэродинамика. В колесах сейчас по 3,5 атмосферы. Если накачать 2 Так, для комфорта, в 1,5 раза увеличивается расход. нифига себе. Вот еще забыли показать, самое-то интересное. Да, Зарядка. поскольку все-таки это электромобиль, и он используется в Питере, Так, в Питере не всегда можно уповать на энергию солнца. вот зарядку мы видели где-то здесь, желтая. Где она там стояла? А вот она, вот стоит. Да, Это да. что, ты можешь там заряжаться? Я могу там заряжаться. Это разъем Type 2, Так. но он переделан на самом деле у меня под обычную розетку 220 вольт. Мгм. То есть у меня вот он. Это классический разъем от электромобиля. Так. Он сюда втыкается. С другой стороны просто обычная вилка, которую можно воткнуть в розетку. Сколько и занимает зарядка? Порядка 6 часов. 5,5 киловатт, 1 Да. киловатт стоит у нас, ну если ночью там 3,5 рубля, днем 4 рубля, днем чуть подороже, по-моему, 6. Так это что, сколько? Да, 30 рублей. Да ладно, Да. 30 рублей стоит? 30 рублей, если днем зарядить его до полного. Пробег 150 километров на 30 рублях. И тут мы переводим взгляд вот сюда вот, Да. на автомобиль, который... Я искупаю свою вину этим самым. Это ты, у тебя компенсационный Да, автомобиль. да? компенсация. На самом деле у меня этот автомобиль очень давно, Да. он еще с 2011 года очень мне нравится, и эксплуатирую я его пока что, ну вот, для перевозки такого транспорта. Ну и считаю, что у меня 2 автомобиля по 3 литра объемом, если так суммарно сложить. Понятно. Показывай салон. Ух ты, как легко открывается. Там есть упор, просто дверь стала тяжелая со стеклами и не хватает А, не хватает. мощности. Да. Вот эта тачка. Можно- Какой еще можно тачкой так. можно вот так ездить, а? От руль-то от чего, кстати? Это Тесла? От пледа, что ли? Да. В смысле, где ты его взял? На Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе продается Да. руль от Tesla Plaid. Это настоящий руль от Теслы, только Так. от Model 3, круглый, и А, китайцы понятно. их переделывают, просто меняют форму Да ну. под плейт, да, то есть это оригинал, который стоит на рулевой рейке от Жигулей. Ой, смешно. Понятно, да, понятно. Ребята уже разработали вот такое программное обеспечение, оно само запускается при включении зажигания. Здесь у нас будет отображаться скорость, здесь, соответственно, виден сам силуэт пикселя, ну, с основными кнопками, которые тоже будут функционировать. То есть можно будет открыть двери, они электронно открываются, капот, багажник, возможно, еще какие-то функции. Снизу панель управления светом, Да. то есть габариты, ближний, дальний, поворотники и аварийка. То есть это полноценная, такая же, как в Тесле, полноценный программный продукт, который Да. позволяет не только следить за состоянием автомобиля, там очень много там, различных функций, то есть можно А прям отслеживать все кликается? состояние, да, все это все работает. Состояние батарей, Ого. можно включать навигатор, ну, либо любые другие приложения, которые тут есть. Можно взять и включить, например, отсюда Ух ты! спокойный YouTube. Ютубчик есть пока что. Мне нравится, как ты голова помещается. У меня Пас. все рассчитано. Ну вот самый главный Всё вопрос. рассчитано. Зачем ты все это делаешь? Когда можно, опять же, вот купить в Китае что-то вот какой-нибудь там BYD недорогой за 300 тысяч рублей, привезти сюда, разобрать, собрать, как многие делали, и там навесить на него что-то вот такое самодельное. Ну, я считаю, я смогу лучше сделать. Чем? Я смогу лучше сделать в плане экономики, если локализовать где-то производство здесь. Я смогу лучше сделать в плане дизайна. Ага. Ну и все-таки сказать, что посмотрите, вот этот едет мой автомобиль по дороге, я думаю, что Бесценно. многие бы хотели, Бесценно, да, так это сказать. Да, согласен. Так, надо бы прокатиться. А как это? Как мы это организуем? Как организуем? Ну, можешь один прокатиться. Ох, красота. Смотри.
открывается. Все с кнопочек, да? Да? Доверишь прокатиться аккуратненько? Тут Да, пожалуйста. Ребятки, попробуем. Подожди-ка, подожди. Это что такое? Это главный, ну, поскольку это опытный образец, А большая красная кнопка где? вот она и есть. Это оно? Да. Так, это off, если что. И все, она все Гасится. Ну, потому что это опытный экземпляр, и мне нужно, чтобы была вот кнопка, которая все прям отрубит буквально быстро одним нажатием. Она прям точно это сделает? Да. А двери открываются как? Только с кнопки? А то у нас С кнопки, либо, ну, вот запасной вариант вот здесь у меня сделан. Вот это вот? Да, там этот рычажок назад. А, есть такое. Офигенно. Но это просто... Блин, всем нужна такая штука. На всякий случай. Дырка в полу. А так, Вообще. конечно, вот с кнопки, либо с пульта, Клево. с экрана можно нажать, и она... А то мне как-то дали кибертраком порулить в Новосибирске. Не смотрел этот выпуск? Ну что, наши действия. Подожди, а как ты открываешь дверь, если кнопка там, а окно закрыто? Будет открываться с телефона. С телефона? Да, а скорее, если забыл телефон? скорее всего, я сюда вставлю специальный датчик. Так. Он будет, как Тесла, либо на карте, Клево. либо, думаю, еще по отпечатку пальцев попробую. Ну а ручка-то будет стандартная? Нет, она будет полностью открываться сама. Она изначально так и открывалась, просто немного не рассчитали вес двери, и Да. пневмоупор перестал ее держать, Да. и придется, ну, подбирать какой-то помощнее просто. Ты вот из этих, которые настолько топят за новые технологии, что все старые интерфейсы... Все само. Блин, ну это же должны быть хоть какие-то альтернативы. Даже у троллейбуса есть кнопка под колесом, где пеньк, и открывается дверь. У меня есть резервный тросик, что в случае чего дверь Резервный можно тросик. открыть. Так. Да, тросиком можно открыть в случае чего дверь, если там высадился аккумулятор Да. или еще чего-то. Он там спрятан, ну, владелец знает, как открывать. Ну а ладно, так ты ладно, подошел, с ладно. пальца раз нажал, все, она сама открылась, сел. А если палец в пластыре? Можно второй запрограммировать. Или еще какой-нибудь? Тогда уже тросик дергай, если уж Тросик дергай. такие проблемы у тебя. Так, наши действия. Вперед. Садимся и едем. Да. Все элементарно. Ты еще сказал на пролежачее место. Теоретически тут можно что, кровать сделать? Да, я и, в общем-то, и хотел. Мне очень нравилась концепция, когда в машине ровный пол, Так. когда ничего не мешает, и ты можешь спокойно там передвигаться. Единственное, Ага. не хватает, конечно, каких-то там подстаканников, еще Да. чего-то, но зато можно разместить здесь спокойно какое-то лежачее место, потому что я планировал ее испытать в Казахстане на гонке в 3000 километрах, и там, соответственно, приходится спать в машине. Так, Антон, давай, команды. Надо Что- ручник снять? Много кнопок у тебя. Это открытие дверей, это открытие-закрытие багажника. Багажника, капота, Капота, фары, ближний аварийка. габарит, Мгм. ближний. Так, Ручник. ручник снят. О, поехала уже, Да, я же говорю, она поехала. легкая. Ремень-то где? Не требуется. Не предусмотрено заводом-изготовителем, я говорю всем. Завод-изготовитель, здравствуйте. 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 Очень приятно, завод-изготовитель. Сейчас стоит нейтраль. Вниз? Да, в самом низу стоит нейтраль. Следующая наверх это будет реверс. Следующая наверх будет драйв. Вот так вот. Да, следующая Лошадка. наверх это нейтраль опять. Ну, если... Две нейтрали в машине? Ну, вообще, гениально. вообще внизу будет паркинг, который будет блокировать колеса. Да. А на самом верхнем положении будет нейтраль, при которой просто ее можно будет толкать или катать куда-то. Я готов. Я не знаю, ее полностью закрывать или лучше пока, может, не надо? Лучше не надо, ладно, не Хорошо. надо. Бывали прецеденты, бывали. Дружище, можешь дверь открыть? А не знаю как. Я бы хотел узнать. Спасибо. Так, можно? Ну да, нажимай на газ. А тормоза-то что-то это еще, да? Ну, Не- они только-только новые, вообще не обкатанные. А тормоза чьи? Лучше тебе не знать. Лучше мне не знать, да. Некоторые вещи лучше не знать. Едем. Ну, ребятки, можно, конечно, много выдавать скепсиса на эту тему. Мол, да ну, занимается ерундой, есть китайские машины, есть там еще какие-то кит-наборы, тратит время. Но, во-первых, человек хочет во всем разобраться сам. Это уже респект, это достойно уважения. Во-вторых, он не просто разобрался, он это сделал. Куда это дальше пойдет? К чему это приведет и что это даст без преувеличения промышленности, да, автопром, потому что вот уже Антона пригласили проект показать. Понятно, что все это очень простовато, элементарно, и многие, кто захочет в этом разобраться, не просто сделать так же, но и лучше. Но лежачий полицейский, кстати, интересно, в зеркало ничего не видно. Что тормоз, где? Нету. Есть. Так, ну-ка. А что, подвеска даже как-то работает? Прям как в Тесле. Ну, руль.
Это его хобби. Многие дома смотрят телевизор, многие там что-то по дереву выпиливают, да, многие на приставке в комп играют. А Антон строит автомобиль. Офигенное хобби. Может быть, даже это поможет нашему автопрому в каком-то виде. Вон зарядка, кстати, стоит. Так, что у нас по скорости по максимально? Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Раз и два. Погнали. Неплохо, неплохо, неплохо. Разгоняется. Но не тормозит. Так, ну стой. Машина, я 150 не хотел, заметь. Но эта машина, как сказал Антон, находится на полпути. Тут еще много предстоит что сделать. Сколько оборотов она делает? Колеса-то маленькие. Прям на месте, как танк разворачивается на месте. На 2 парковочных местах мы сейчас разворачиваемся. Клево. Руль можно отпустить вот так вот. Клево, едем на достаточно неплохой самоделке, в которой комфортно находиться. Знаете, там бывает с телефончиком в машине сидеть, посидеть, потупить. Вот в этой машине можно с удовольствием и с комфортом посидеть. И ты, какой-то мужичок бегает тут. Можно как-то посидеть комфортно и, так сказать, не стыдно даже. Приехали. Обратно руль на место. Раз, назад и нейтраль. Кажется, все. Кайф. Да? Ты знаешь, ну, скажу тебе честно, как бы, это самоделка во всех смыслах этого слова, но как-то так садишься и не стыдно, С душой. и приятно, да, и сидишь, и комфортно, и нет такого, что прокатился, все, спасибо, я пошел. Как ты вытащил 2 руки? А мне руль не возвращается на таких... Ну это... Я вывернул. Я еще не выехал на сход-развал, это, видимо, Да. из-за этого. Я полностью вывернул, отпустил и на том же месте остался. Я не сделал схождение еще на колесах, поэтому надо еще... Самое интересное. Да. Сколько денег? В настоящий момент чисто на запчасти, я не считаю свое время, он мне обошелся в 420 тысяч рублей. Недорого. Полностью Да. все элементы, которые вы видите перед собой, всю конструкцию, колеса, моторы, корпус, все остальное, Ягуара покраска. колеса? От Ягуара, но по 3000. По 3000 рублей. 420. Ну, 420 тысяч. вот твои ощущения, как человека, который углубился, так сказать, в основы автопрома. На конвейере вот это вот дело, если появится, сколько оно может стоить? Я думаю, что 1300 можно точно вложиться. Подожди, 300 тысяч рублей Да. за Легко. машину? Да. Такого качества, Да. там с другим дизайном, Да. с кузовом пластиковым, легким, Да. а не вот таким. Мне очень дорого обошелся кузов, на самом Да. деле. Потому что эти панели дорогие, кузовные. 300 тысяч рублей, я думаю, что можно, конечно. В таком виде, как думаешь, будут ее покупать? Кто на ней может ездить? Ну, Да. я думаю, что люди, которые живут где-то в городе, используют машину для небольших передвижений до магазина, либо до работы, Так. то есть пробегом до 100 километров в день, автомобиль, который не нужно будет искать зарядку для того, чтобы его где-то подзарядить. Да. Потому что это действительно большая проблема сейчас. Электромобиль можно купить, и многие хотят это сделать, но большое количество населения у нас живет все-таки в квартирах, Так. с зарядками достаточно большие проблемы. То есть у многих блогеров, если посмотреть, видно, что то не работает, то занято, то еще что-то. Всё правильно. А здесь 150 километров, которые будут давать тебе чисто за счет энергии солнца. То есть ты просто приехал, встал на парковку, машина заряжается. и- Все-таки ты говоришь уже о машине с солнечными батареями. Ну, конечно. на крыше. Конечно. Идея это такая, чтобы было возможно получать солнечную энергию от солнца и заряжать ее. То есть ты приехал в магазин, поставил, Да. она за это время у тебя зарядилась на дорогу домой. Сейчас большая проблема именно с зарядками, я эту проблему хочу решить. 300 тысяч рублей? Думаю, ты что веришь можно. в это? Это вот, ну, честно между нами, это реально? По себестоимости, да. Я думаю, что да, возможно. Спасибо тебе огромное. И вам тоже. Удачи тебе. Спасибо. Посмотрим, как оно все пойдет, потому что вопросов пока много, но какие-то приятные очертания во всех смыслах уже видны. Ждем комментарии. Антон постарается на них ответить. Увидимся. Пока.